От пациентки неоднократно оперировано по поводу синдрома Уилки. Тошнота, тяжесть, отрыжка. На данном исследовании интересно мнение по поводу наличия компрессии чревного ствола на высоте выдоха. Состояние желудочных артерий, ВБА, гастродуденальный после многочисленных вмешательств. Также интересует наличие компрессии левой почечной вены. И по возможности повздошных вен тоже имеются проблемы. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 26 лет. Дата исследования 3 февраля 2022 года. Область исследования КТ. Ангиография артерий брюшной полости. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. При компьютерно-томографической ангиографии брюшной аорты и ее ветвей дефектов контрастирования сосудистого русла не выявлено. Экстраваза С и контрастного вещества не выявлено. Диаметр брюшной аорты на уровне диафрагмы составляет 14 мм. На уровне отхождения чревного ствола 14 мм. Чревный ствол отходит от аорты диаметром 4 мм. Чревный ствол не сужен на всем протяжении, делится на общую печеночную артерию диаметром 3 мм, селезеночную артерию диаметром 4 мм и левую желудочную артерию диаметром 3 мм, верхняя брыжеечная артерия диаметром 5 мм, нижняя 2 мм. Угол отхождения верхней брызжеечной артерии 17 градусов, аорта мезентериальное расстояние до 6 мм. Левая печеночная вена компримирована, ее поперечный размер 10 на 2 мм. Левая яичниковая вена расширена до 5 мм. На протяжении всего сканирования в желудке скопление жидкостного содержимого. Брюшная аорта на уровне отхождения почечных артерий 20 мм. Диаметр правой почечной артерии составляет 4,0 мм. Левой 4,5 мм. Диаметр аорты в инфраренальном отделе составляет 12 мм. На уровне бифуркации 10 мм. В зоне сканирования патологических образований, инфильтрации в мягких тканях не выявлено. Костные травматические и деструктивные изменения не прослеживаются. Заключение КТ. Картина синдрома Уилки, компрессии левой почечной вены. 30 июня 2023 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. На мой взгляд, КТ-признаки синдрома Уилки сохранились в желудке, застой жидкого содержимого, 12-перстная кишка пережата. Левая почечная вена также сдавлена артерией, и от этого расширена левая яичниковая вена, что может давать боли внизу живота больше слева. Чревный ствол, артерии желудка ничем не примечательны, просвет их не компримирован. С подвздошными венами я каких-то проблем не вижу. Скорее сложность в левой яичниковой вене. Вопрос пациентки. Дело в том, что 12-перстная кишка отключена и переброшена поверх ВБА. Также выполнена резекция пару желудка перед процедурой. Я пила контраст минут за 15. Может ли это объяснить наличие жидкости в фазе сканирования? Скажите, пожалуйста, компрессия левой почечной вены значительная? Ответ к М.Н. Котова М.А. Первое. Эвакуация жидкости из желудка то все равно замедлена. Второе. Вы пили воду, а не контраст. Йода в диагностически значимом количестве там нет. Третье. Сложно сказать. В норме левая яичниковая вена толщиной буквально до 3 мм. У вас вдвое больше. Думаю, что тут лучше на клиническую картину ориентироваться.